Американский фондовый рынок потерял 2,9 триллиона долларов, Каспа опустилась с своего предыдущего пика в 20,7 центов до 18,5 центов, биткоин торгуется на отметках в 61-62 тысячи, ну и, конечно же, новости от Федрезерва, баланс ФРС сократился, а unemployment rate растет, и в текущем значении он составляет 4,3% по сравнению с 4,1% в предыдущий раз. Друзья, всем привет! Сегодня 3 августа, и мы с вами продолжаем говорить о Каспе, продолжаем говорить о рынке. И вот как вы видите, с пика в 0,20700, ну там с копейками центов, Каспа опустилась до уровня, вот минимально она проседала до 18200, сейчас торгуется на отметке 18,6 центов. В принципе, не особо какая-то сильная просадка, потому что мы продолжаем находиться на такой вот большой, длящийся весь этот ценовой диапазон, в котором мы сейчас находимся, уровнем поддержки-сопротивления. То есть, когда-то этот уровень был уровнем сопротивления, когда цена не могла его пробить, да, опускалась и торговалась от предыдущего импульсного движения по Фибоначчи. Мы с вами смотрели, как ведет себя цена. Но вот сейчас, за последние несколько дней, цена пробила этот рубеж и вышла на новые вершины, достигла 0,27 центов. И вот сейчас откатилась, в том числе на этих новостях, и торгуется на отметке в 18,6, 18,5 центов. Вот сегодня мы торговались даже на отметке в 19 центов, но в принципе это такие достаточно хорошие уровни. Мы по-прежнему находимся в параллельном восходящем канале. Давайте я вам его сейчас открою. Здесь он у меня немножко спрятан в данный момент. Сейчас я его вам покажу. Вот наш параллельный восходящий канал. Как ни удивительно, но цена не вышла за него, хотя я вот ожидал, как мы говорили с вами в предыдущих видео, что цена может пойти на уровни ниже, например, на 17100, либо же вообще опуститься до 15,6, 15,5 центов, но пока такого не случилось. И чем больше времени проходит, тем больше я считаю, что этого в принципе может и не произойти, потому что вот такие вот откаты в 10%, да, вот если мы посмотрим немножко ранее по графику, то мы увидим, что вообще здесь был откат с предыдущего пика по цене на 25%, и это достаточно весомый откат в отношении текущих ценовых движений, и вот есть ли у нас возможность пойти ниже для того, чтобы выбрать более подходящие точки для покупки монет в свой портфель. Возможно, это, ну, как бы возможность, да, за тавтологию, конечно, появится еще раз, но вот в данный момент мы продолжаем очень так сильно находиться в нашем параллельном восходящем канале, никуда с него не съезжаем в данный момент, и у нас, как вы видите, образовался такой вот сопротивление на уровне в 19300, да, то есть это 1 по Фибоначчи. Такой вот уровень важный, и вот эта зона, которая такая является общей, более глобальной, она является таким уровнем поддержки. Вот цена сейчас застопорилась где-то в этих диапазонах и торгуется примерно здесь. Если мы увидим, что цена пойдет, да, пробивает вот этот уровень поддержки, да, ну, приблизительно 18300, 18600, если цена этот уровень пробивает, то мы можем ждать цены в 17, примерно 17 центов за одну монету, и это будет первая подходящая точка для добора монет в свой портфель. Но если же мы останемся и продолжим торговаться в параллельно восходящем канале, например, поднимемся выше к 19 центам, и цена постепенно, как она делала последние несколько месяцев, продолжит расти, то тогда я бы не ожидал таких вот каких-то более глобальных снижений, да, в том числе до 15 центов, и покупал бы уже по текущим уровням. На данный момент мы будем смотреть, как покажет себя ситуация, но вот все бычьи факторы сохраняются. Кроме того, буквально недавно Casplex объявили о том, что
протокол будет перезапущен в середине августа, как мы с вами ранее это и говорили. То есть осталось буквально считанные недели до перезапуска протокола, что будет являться еще одним хорошим, позитивным, таким большим драйвером роста для всей экосистемы Каспы. Кроме того, если мы посмотрим на on-chain или on-DAG метрики, да, в данном случае, то мы с вами увидим, что через один день произойдет очередная редакция за добычу блока в секунду Каспы, и вот следующая награда за добычу составит 92 Каспы за один блок в секунду, а текущая награда 98 Касп. Количество активных адресов также продолжает расти. Вот мы выросли до отметки в 401 тысячу. За последние несколько дней это число немножко снижалось, но вот на сегодняшний день это число опять вернулось к тем отметкам, которые мы видели до вот этого вот пампа, до выхода цены на 20 центов, практически на 21 цент, на новые рекорды. Ну и также мы продолжаем наблюдать рекорды, конечно же, по хешрейту, потому что вот хешрейт продолжает расти. 651 петахэш в секунду, 0,65 экзахэш. Вплотную приближаемся к 1 экзахэшу по всей сети, что не может не радовать, потому что децентрализация, чем больше хэшей, тем больше децентрализация, чем больше хэшей, тем более безопасная для использования и менее подверженная атакам становится сеть. Ну и как вы видите, рыночная капитализация на текущий момент времени составляет практически 4,6 миллиардов долларов. Во время того, когда цена возрастала до 20, практически 21 цента, капитализация составляла порядка 5 миллиардов, то есть примерно полмиллиарда капитализации на вот таком небольшом движении сразу же съедается, но это не так уж и страшно, потому что Каспа при этом выросла до уровня, точнее до номера 22 в общем позиции, да, в позиции всех криптопроектов, особенно на CoinMarketCap. Да, это тот ресурс, на который мы больше всего ориентируемся. Ну и объем торгов за последние 24 часа составил всего лишь какие-то небольшие, да, по сравнению с предыдущими днями, 93 миллиона долларов, потому что объем торгов за предыдущие пару дней достигал порядка 250 миллионов долларов. То есть более чем в 2 раза он провалился, однако цена продолжает оставаться на тех же уровнях. И вот как мы с вами только что говорили, вот данные ценовые уровни поддержки либо сопротивления будут в данный момент времени являться достаточно важными уровнями для того, чтобы понять и спрогнозировать, как поведет себя цена в дальнейшем. Ну и касаемо новостей, в Федрезерв, как мы с вами обсудили в предыдущих видео, пока что не планирует понижать ключевую ставку, однако это может случиться уже в сентябре. На это рассчитывают очень большое количество инвесторов, трейдеров, вся Уолл-стрит в Америке на это рассчитывает. Ну и мы с вами внесем свою небольшую лепту в это. Я тоже считаю, что понижение процентной ставки в сентябре достаточно возможно. Однако вот данные по отчету по снижению баланса Федрезерва говорят нам о том, что при снижении баланса сохраняются в экономике некоторые негативные факторы, и снижение баланса как раз-таки служит таким инструментом для продолжения уменьшения инфляции. Но вот, опять же, данные по безработице выросли, то есть предыдущий процент по безработице был 4,1, сейчас он 4,3, и как говорил нам Джером Пауэлл, что в случае снижения инфляции и увеличения рынка безработицы, тогда можно снижать ставку. Но также на предыдущем заседании, которое проходило буквально 30-31 июля, то есть этот FOMC митинг, Джером Пауэлл также сказал о том, что они не хотят слишком долго держать ставку, но и не хотят слишком рано ее тоже понижать. Поэтому посмотрим, что у нас получится в сентябре. То есть там 17 сентября будет следующее заседание. Очень большие надежды у инвесторов на данную дату. И мы посмотрим, как себя покажут вообще новости, что будет происходить по миру, потому что там, например, какие-то кризисы, конфликты на Ближнем Востоке также себя неплохо показывают и влияют теми или иными образом на рынок. Ну и на этом, я думаю, на сегодня все. Будем следить за развитием событий.
Подписывайтесь на канал, если видео было полезным, ставьте лайки, оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу того, сможем ли мы еще увидеть уровни в 17 или в 15 центов по Каспи. Ну, а на этом на сегодня все. Всем пока.